Они были жалкими в плане физической силы и жестокости. У них не было оружия, они не умели сражаться и не знали, как защититься от стихийных бедствий. Однажды они обнаружили существ с невероятной силой, которые были настолько сильнее их, что люди стали называть их дворянами. Эти дворяне сначала боялись людей, но потом поняли, что люди практически беззащитны и безобидны. Это в сочетании с тем, что люди уважали дворян, привело к появлению концепции обязанности дворян. Это значит, что каждый дворянин обязан защищать людей любой ценой. Таким образом, между людьми и дворянами возникла особая связь, в которой дворяне были выше простых смертных, и люди уважали их и восхищались ими. Люди выполняли все, что от них требовалось, а дворяне следили за тем, чтобы никто из них не пострадал. Рэй, дворянин и глава знати, заснул более 800 лет назад. Он только что проснулся, когда неизвестный злоумышленник вытащил его гроб из хранилища. Он поражен тем, как изменился мир с тех пор, как технологии так быстро развелись, и повсюду, куда бы он ни пошел, он видит изобретения людей, которые раньше были невозможны. Он путешествует и в конце концов находит своего слугу Фрэнка. Фрэнк удивлен, увидев Рэя, и быстро заводит его в дом, чтобы рассказать о последних событиях в мире. Рэй удивляется, как сильно изменился мир людей, и хочет увидеть это своими глазами. Фрэнк, директор школы, записал Рэя в один из своих классов, чтобы тот мог общаться с современными людьми и узнавать о достижениях, которых он не видел за последние 820 лет. Рэй быстро подружился с Шином, высоким рыжеволосым мужчиной, который был отличным спортсменом и мастером боевых искусств. Он был поражен тем, как беспечно эти люди относятся к нему, самому благородному из них. Он заметил, что люди, похоже, утратили способность распознавать таланты, и теперь они не так сильно на них полагаются. Однажды вечером, когда он пил чай с Фрэнком, к ним подошел незнакомый парень и представился как М-2021. Он рассказал, что был создан в лаборатории злой научной организации. По его словам, их выращивали в пробирках, не давая им имен, а только присваивая им номера. Им вводили бесчисленное количество лекарств и проводили испытания, чтобы посмотреть, как они отреагируют, и условия были настолько плохими, что все его друзья погибли во время одного из этапов эксперимента, кроме него и еще одного друга, которые выжили и получили сверхчеловеческую силу и способности. Затем множество тайных организаций попытались захватить власть в мире, используя их как разрушительное оружие. Наконец, ему удалось сбежать из лаборатории вместе со своим другом, который решил на время расстаться, чтобы найти цель в жизни. Узнав о способностях М-20 и о том, как он спас учеников этой школы, директор пригласил его к себе. Он хочет, чтобы Реймонд пока пожил у него и работал на него, потому что профсоюз будет продолжать посылать за ним людей, чтобы убить его. Он делает паузу, а потом спрашивает, что Реймонд хочет взамен. Фрэнк смеется и говорит, что ему нужно просто работать охранником в школе, и через 21 день он согласен. На следующий день Реймонд приходит в школу, и его встречает толпа девушек, очарованных его благородной внешностью и манерами. Он заходит в класс и видит, что у Шина сломана рука, и на гипсе, который наложили друзья, нарисованы какие-то каракули. Он решает попробовать эту странную привычку и достает свой маркер, чтобы тоже что-нибудь нарисовать на гипсе. Потом он садится и начинает вместе со всеми ходить на занятия и даже обедает с ними, каждый день требуя, чтобы с ним был Реймонд, потому что он не может есть то, что ел раньше. После уроков Шин и его друг-неудачник, имени которого я не знаю, начинают обсуждать мобильные игры и приглашают Рэя поиграть с ними. А Рэй, наоборот, понятия не имеет, что такое мобильный телефон, и выглядит озадаченным. Шин и неудачник объясняют ему, что смартфон — это очень полезная вещь в современном мире, потому что с ним никогда не заблудишься. Никогда не будет скучно, и можно общаться с кем угодно в любое время. Рэй верит, что такая штука существует, и подходит к Фрэнку, который в сумерках прохлаждается на крыше школы с М-21. Он рассказывает Фрэнку о технологиях, о которых говорил Шин. Фрэнк улыбается ему и говорит, что мир сильно изменился с тех пор, как Рэй уснул, и теперь есть такие технологии. На следующий день Фрэнк дарит Рэю самый современный смартфон с кучей функций, которым тот пользуется на уроках. Шин и его друг удивляются, когда видят, что Рэй держит в руках телефон, но они рады за него. Однако они быстро понимают, что Рэй не знает, как пользоваться телефоном, когда Шин спрашивает его номер телефона и электронную почту. Рэй смотрит на него непонимающе, как будто не понимает, что происходит. Друг-неудачник берет телефон Рэя и начинает показывать ему, как им пользоваться. Он также учит его отправлять электронные письма, и Рэй быстро осваивается и начинает писать Фрэнку. В тот день, когда они обедали, ребята услышали шум на школьной площадке и пошли посмотреть, что происходит. Они увидели
увидели, что на территорию школы заехала банда хулиганов на машинах и пристает к девочкам, а мальчиков избивает. Ри это очень заинтересовало, потому что он никогда в жизни не видел, чтобы люди ссорились между собой. Шин подбежал и остановил одного из хулиганов, ударив его поврежденной рукой. Тот увидел уборщика и хотел ударить его. Мужчина обвинил Шина в том, что тот пытался увести его девушку. Неудачник спросил, зачем Шин это сделал, но Шин ответил, что она чуть не упала с бордюра, и он просто схватил ее, чтобы она не упала. Отец же не собирался его слушать, и его головорезы начали издеваться над учениками в школе. Шин предупредил его и сказал, чтобы он уходил, но тот начал бить Шина кулаками. Он уворачивается от большинства ударов, но когда его загоняют в угол, он не может отступить и получает удар в лицо. Полицейский оглядывается на Хаас и смотрит на 21, который хочет вмешаться и остановить это, но боится показать свою сверхчеловеческую силу, потому что старается не привлекать к себе внимания. Здоровяк начинает пинать его по ногам и пытается ударить по голове, но 21 уворачивается. Здоровяк пытается ударить его, но 21 блокирует все его удары, а затем наносит свой прямо в лицо. Монстр злится еще больше и начинает наносить сильные удары, которые 21 пытается отразить поврежденной рукой. Повязка начинает сползать, и здоровяк бьет его в живот, а затем швыряет на пол. Он бросается на 21-е, но его останавливает уборщик, который просит его уйти, потому что он не позволит ему причинить вред ученикам. Но здоровяку все равно, и он хватает уборщика за горло. 21 спокойно подходит к нему и говорит, чтобы он отпустил уборщика, и здоровяк отпускает его, но продолжает угрожать уборщику. Если он не хочет, чтобы его избили, здоровяк советует ему убираться. 21 снова отвечает, что ему нужно оставить уборщика в покое, и здоровяк отпускает его и пытается ударить. 21, напротив, легкий и быстрый, легко уворачивается от его удара, хватает его за цепь и бьет головой об пол. Здоровяк пытается схватить его за руку, чтобы он отпустил, но 21 слишком силен. Затем он швыряет этого громилу на одну из машин и угрожает убить его, так что тот в ужасе убегает вместе со своей бандой. Все аплодируют 21-му, который ошеломлен, потому что не привык к похвалам. Рэй, наблюдающий за всем этим, просто возвращается в класс, чтобы доделать свою работу, постепенно осознавая, насколько опасными стали люди по сравнению с прошлым. На следующий день все начинается как обычно, и Шин, как всегда, опаздывает на урок. Наконец, учитель заходит в класс с двумя новыми учениками, которые, по его словам, перевелись из Кореи. Парень невысокий, с колючими волосами и представляется как Кураж, а девушка представляется как Сира. Затем учитель говорит Шину, что он должен показать им школу, на что тот неохотно соглашается. Рэй сразу понимает, что эти ученики дворяне, а не обычные люди, и даже новые ученики, кажется, замечают необычно сильную ауру Рэя, которая для дворянина очень сильна. Днем они все вместе идут обедать, и Шин замечает, что даже эти новые ученики не очень разбираются в современных вещах, как Рэй. Реджи пытается пользоваться палочками для еды, но у него не получается, а Сира решает просто есть ложкой. Позже в тот же день Шин, неудачник, Сира, Реджи и Рэй возвращаются в дом Фрэнка, где они тусуются, когда туда заходит Фрэнк с Рэем 21. Он удивлен и раздражен, увидев, что Шин и его друг устроили беспорядок, но он знает, что они друзья Рэя, поэтому говорит, что они могут остаться. И идет на кухню, чтобы просто помыть посуду. Когда он возвращается, Шин говорит ему, что ни Сьори, ни Рейджису негде жить в этом городе, и спрашивает, может ли Фрэнк забрать их с собой. «Входи». Фрэнк снова начинает злиться на него, но Рэй говорит, что он не возражает, что вынуждает Фрэнка сказать, что он тоже не возражает. На следующий день группа головорезов останавливает Рэя, Шина, неудачника и Сьору, когда они все возвращались домой. Они окружают группу, и один из них даже замахивается на Рэя ножом. Шин говорит им, чтобы они не причиняли вреда его друзьям, и что он пойдет с ними, так что их всех отводят в убежище банды. Их окружает толпа хулиганов, и их босс смотрит на Шина и говорит ему, что сегодня он получит урок. Шин говорит проигравшему, чтобы он взял Сьору и Рай и вздохнул, а сам бросает свою сумку и готовится к драке. Один из парней бросается на него со связкой, но Шин легко уклоняется от его удара, одновременно уклоняясь от атаки сзади и нанося ему удар в живот. Земля. Другой парень пытается ударить его деревянным посохом, но Шин легко уворачивается и бьет его коленом в лицо. Еще двое парней пытаются напасть на него, но он легко уклоняется от их атак, нанося сильный контрудар. Стадли, однако, на него начинает нападать целая толпа, и один из врагов хватает его сзади, в то время как другой пытается ударить его. Он в состоянии защитить себя, но опять же один парень пытается задушить его сзади, побуждая Рэй вмешаться, чтобы спасти его. Но Шин кричит ему, чтобы он отошел, и использует свои навыки джиу-джитсу, чтобы отбросить здоровяка. Его продолжают окружать, и он уже почти проиграл, когда на место происшествия прибывают Регис и М21. Регис пытается вмешаться, но М21 останавливает его и говорит, что не нужно показывать свою странную силу людям. Регис смотрит
смотрит на Шина и понимает, что тот не беспомощен. На самом деле Шин снова начинает драться и избивает всех. Рейдж в шоке от того, что человек защищается и спасает людей, ведь это должны делать дворяне, но М-21 говорит ему, что люди научились защищать себя, когда нужно. Один из хулиганов пытается схватить проигравшего в качестве заложника, но Шин пинает его, прежде чем тот успевает до него дотянуться. Лидер хулиганов не выдерживает и достает пистолет, направляя его на Шина. И М-21 решает вмешаться и встает перед лидером, хватает его за руку и валит на землю, а тот пытается ударить его стальной трубой. М-21 просто блокирует удар рукой, а разъяренный Шин пытается со всей силы ударить парня по лицу. Но останавливается в последний момент, когда М-21 говорит ему, что хватит. Шин отходит назад и говорит, что если они хотят отомстить, пусть нападают, когда он будет один. Они все вместе идут домой и читают комментарии о том, что люди стали очень жестокими за последние годы. На это 21-й мрачно отвечает, что он не видел, на какие жестокие и бессердечные поступки способны люди сейчас. На следующий день они все сидят за столом и ужинают, как обычно, а 21-й и Регис ссорятся. Регис ненавидит то, что 21-й отказался от своей человечности ради сверхчеловеческих способностей, а 21-й ненавидит Региса за то, что тот называет его предателем человечества. Их прерывает Фрэнк, которому надоело, что они бездельничают, и он говорит им убрать за собой. Сьерра, его возлюбленная, сразу же начинает убирать, а Регис спорит с Фрэнком, пока убирает, спрашивая, почему Рэй не убирает. Фрэнк быстро игнорирует его и пытается сменить тему, но Регис коротышка настаивает и говорит, что даже Рэй должен убираться. Но прежде чем Фрэнк успевает его заткнуть, Рэй просто встает и подходит к нему. Фрэнк боится, что Рэй может что-то сделать, но к его удивлению Рэй просто подходит, бросает одну из пустых оберток в мусорное ведро и уходит. Фрэнк облегченно вздыхает и начинает убираться. На следующий день в школе Фрэнк и Рай зовут его в свою комнату и говорят, что открыли для него отдельный банковский счет. Он удивляется и спрашивает, зачем им это. Фрэнк смотрит на него и говорит, что он работает на них, поэтому ему нужен банковский счет, куда они будут переводить его зарплату. Это шокирует 21-го, ведь раньше его просто использовали как оружие и никогда не платили за это. Впервые кто-то предложил ему зарплату как обычному человеку. Он сердечно поблагодарил их и вышел на улицу. Вечером, когда он возвращался домой, его остановили двое мужчин. Один из них был сумасшедшим на вид, а второй толстым. Он ел куриную ножку. Парень с безумным видом представился М-21 и сказал, что у них к нему дело. Он назвал его кодовым именем, которое никто, кроме профсоюза, не знал. М-21 спросил, кто они такие, и они представились как Акула и Молоток, но для удобства мы будем называть Молотка толстяком, потому что он толстый. Акула сказал, что они работают на пятерку, и М-21 сразу понял, что это спецотряд профсоюза. Он спросил, зачем они здесь, и Акула ответил, что они собираются забрать его с собой, и оскорбил единственного товарища М-21. Тот разозлился, и Акула это понял, и стал еще больше его провоцировать. М-21 превратился в росомаху и бросился на Акулу, пытаясь ударить его, но тот был слишком быстр и уклонялся от всех его атак, а потом пнул его в живот. Затем он наступил ему на грудь и сказал, что он просто бесполезный подопытный, которого можно выбросить. М-21 снова превратился в росомаху и ударил его, но Акула вовремя отпрыгнул. М-21 попытался отдышаться, но Акула не дал ему времени и бросился на него с ножом. И 21-й с трудом блокирует первую атаку, но Акула продолжает атаковать, и ему становится все труднее и труднее защищаться. Он понимает, что Акула намного сильнее его, и если так будет продолжаться и дальше, у него нет шансов выжить во всем этом. Акуле наконец удается прорвать его защиту и нанести ему удары по плечам и ногам, прежде чем нанести специальную атаку, которая наносит бесчисленные порезы по его телу. Пускаю ему кровь. Он отступает и опускается на одно колено, пытаясь отдышаться, в то время как Фатти кричит из-за его спины, прося Акулу не убивать его. Акула, однако, начинает двигаться вперед, но останавливается, когда видит Сьору и тянется за М-21. Он оглядывается назад и потрясен, увидимся с ними обоими. Он говорит им, чтобы они немедленно уходили и что им вообще не следовало здесь находиться. Раз, однако, уверен в своих силах и начинает травить Акулу. Это раздражает его, и он пытается атаковать Рейджа, но М-21 встает между ними, принимая удар на себя и спасая Реджиса. Реджису, однако, все равно, и он снова начинает говорить, но на этот раз М-21 кричит ему, чтобы он заткнулся, что его удивляет.
отступает. Акула движется вперед, но останавливается на полпути, когда какой-то парень приземляется позади М-21 и приказывает акуле остановиться. Он оглядывается назад и понимает, что этот парень — Крион, лидер группы Da Five. Он приказывает Шарку отступить, так как он нужен им живым, и говорит ему, что он идет с ними. И 21-й соглашается пойти с ними без дальнейшего сопротивления, если они позволят Реджису и Сьерре остаться невредимыми, как обещает ему лидер, прежде чем они уведут его. Регис и Сьерра возвращаются в дом Фрэнка, но когда Регис спрашивает про М-21, он просто пожимает плечами, потому что разозлился на него за то, что тот помешал им сражаться. Фрэнк спрашивает Сьерру, что случилось, и она рассказывает, что они возвращались домой, когда увидели М-21 с двумя незнакомыми людьми. Они, кажется, ссорились, но в конце М-21 добровольно пошел с ними. Фрэнк благодарит ее за информацию и думает о том, что могло произойти. Он знает, что люди, о которых говорит Сьерра, должны быть членами Союза, но не знает, пошел ли М-21 с ними, чтобы спасти Рейджиса и Сьерру. Или он был шпионом, посланным, чтобы получить информацию о Рейо. И, наконец, когда его работа была сделана, он вернулся. М-21 отводит в безопасное место, где акула избивает его, чтобы получить информацию. Кранц, однако, приказывает ему остановиться и просит М-21 просто рассказать, что случилось с гробом, который он должен был достать. Когда он отказывается отвечать, Кранц спрашивает, не приказал ли ему Союз молчать. Это заставляет М-21 понять, что они, похоже, не знают, что он предал Союз и выпустил писателя из гроба. Акула снова начинает его бить, говоря, что его миссия сейчас не важна, потому что миссия Да-5 важнее. И М-21 понимает, что может использовать эту ситуацию в своих интересах и решает потянуть время. Он говорит, что даст им информацию только если они согласятся на сделку. Крентон смотрит на него и говорит, что он не в том положении, чтобы торговаться, и если он хочет, то может просто применить сыворотку правды, которую изобрел профсоюз. М-21 просто ухмыляется и говорит, что сыворотка правды подействует на него, и он умрет, прежде чем выдаст им нужную информацию. Единственный выход — заключить с ним сделку. Крэнс спрашивает, что ему нужно, и М-21 отвечает, что ему нужна информация обо всех его товарищах, которые погибли в метрах 24. Крэнс говорит, что не может заключить с ним сделку, потому что сам ничего об этом не знает. Но М-21 знает о членах Да-5 и говорит, что в их команде есть хакер, и взломать систему профсоюза для него — расплюнуть. Хакер по имени Тао улыбается и говорит, что он прав. Крионс говорит, что они договорились, и спрашивает о какой-то информации, но М-21 отвечает, что он голоден и хочет сначала поесть, пытаясь выиграть время. Шарк и Жертрест остаются с М-21, и Шарк сразу же начинает его бить, требуя информацию. Но М-21 говорит, что расскажет все только после того, как получит свою часть сделки. Шарк злится и достает нож, угрожая ему, но М-21 говорит, что если он его убьет, то нарушит прямой приказ Крионса и не получит никакой информации. В этот момент появляется длинноволосый парень с талом и говорит Шарку, чтобы тот отстал. Акула срывает злость на своем товарище и ругает длинноволосого парня за мягкотелость. Он упрекает его за то, что тот позволил женщине и детям остаться в живых, хотя их задачей было зачистить территорию. Длинноволосый парень говорит, что они не причинили им никакого вреда, поэтому он их и не тронул. Но акула признается, что после того, как длинноволосый парень ушел, он все равно их всех убил. Это вызывает реакцию у длинноволосого парня, которого я теперь буду называть Пони из-за его хвостика. Пони достает пистолет и целится в акулу, но Тай быстро подбегает и хватает его за руку, говоря, чтобы он не делал глупостей. Акула просто проходит мимо, говоря, что он так или иначе получит информацию от М-21. С другой стороны, Рёджис возвращается из школы вместе с Шином и Лузером, когда вдруг замечает вдалеке акулу и жирного, стоящих на крыше здания. Шин оборачивается, чтобы поговорить с ним, но Рёджис исчезает и встречается с акулой и жирным в заброшенном парке. Акула пытается набраться смелости, но говорит, что это очень глупо, но в ответ Рёджис осыпает его оскорблениями, и акула бросает в него нож. Рёджис легко ловит нож в воздухе и говорит акуле, что такой слабак, как он, ничего не может сделать. Акула злится, бросается на него с ножами и пытается напасть. Но Рёджис легко уклоняется от его атак и внезапно использует навык, который заставляет все его тело застыть. Рёджис пытается нанести прямой удар, но акула частично блокирует его, и в результате у него остается только царапина на лице. Он снова пытается напасть на него, но Регис снова использует остановку времени, прежде чем ударить его,
но на этот раз акула тоже успевает увернуться, спасая свою жизнь. Они снова бросаются друг на друга, но толстяк бросает несколько маленьких взрывных устройств, и они оба отступают. Он бросает акуле таблетку и говорит, чтобы тот не недооценивал Региса. Акула неохотно проглатывает таблетку, и его мышцы начинают расти, а аура полностью меняется. Его скорость становится невероятно высокой, и в мгновение ока он оказывается позади Региса и пытается напасть на него, но тот отпрыгивает назад. К его удивлению, акула снова оказывается позади него и уворачивается, когда Регис пытается нанести удар. Он снова пытается бросить нож, но Регис легко блокирует его, а затем пытается использовать свой особый навык, но на этот раз у него ничего не выходит. Акула смеется над ним и говорит, что его трюк больше не сработает. Это злит Рейджа, и прежде чем он успевает среагировать, он оказывается позади акулы и бьет его по спине, отчего тот вскрикивает от боли. Потому что не ожидал, что Регис окажется таким сильным. Он бы умер, но Регис останавливается, потому что толстяк привлекает к себе внимание и показывает на лежащих на полу без сознания Шина и Лузера, приказывая ему молча идти с ними. Регис неохотно подчиняется и попадает к ним в плен. В убежище М-21 отводят в другую комнату, где он с удивлением видит Раса, Шина и Лузера, лежащих на полу, а акула угрожает убить их, если они не заговорят. Вернувшись в дом Фрэнка, Сьерра подходит к Фрэнку и Рэю и сообщает, что с Реджисом что-то случилось. Она объясняет, что у них с Реджисом есть очень слабая нейронная связь, которую они оба чувствуют. По ее словам, связь пропадает только тогда, когда один из них теряет сознание или умирает, а это значит, что Реджис либо без сознания, либо мертв. Она благодарит их за гостеприимство и говорит, что собирается найти Реджиса. Фрэнк говорит Рэю, что Шин написал ему, что они с его другом-неудачником тоже придут поиграть. Но сейчас, когда он попытался с ними связаться, никто из них не ответил на звонок. Это заставляет Рэя встать, и они с Фрэнком идут за Сьеррой. В убежище Реджис наконец приходит в себя и видит, что его окружили члены фракции Д5. Акула приставляет нож к горлу Реджиса и приказывает М-21 рассказать все, что он знает, но М-21 отворачивается, утверждая, что Реджис просто невыносимый придурок, до которого ему нет дела, и они могут делать все, что захотят. Однако Реджис, как всегда, язвит и снова начинает оскорблять акулу, за что получает удар ногой в лицо. Наконец, Шин тоже просыпается и в шоке видит, что его окружили эти люди, но тут же замечает своего друга-неудачника, лежащего без сознания. Он пытается его разбудить, и когда тот просыпается, Шин оглядывается и видит избитого Реджиса и квадратных метра, стоящих поодаль. Он спрашивает М-21, когда это произойдет, но тот не отвечает. Но тут вмешивается Реджис и говорит, что М-21 променял свою человечность на силу, так что от него ничего хорошего ждать не приходится. Они с неудачником в замешательстве и пытаются поговорить с М-21, но он не отвечает. Акула хватает Шина за воротник и приставляет нож к его горлу, пытаясь добиться ответа. Но тот не двигается с места, утверждая, что знает их только как школьников, которые учились в той же школе, что и он. Акула злится и пинает Шина, а потом наступает ему на голову. Пони говорит, чтобы он успокоился, но акула велит ему заткнуться, потому что они все равно бесполезны, так что им все равно, живы они или мертвы. Он добавляет, что лучше бы они были мертвы, потому что теперь они их видели. Но Тао говорит, чтобы он прекратил, утверждая, что их воспоминания о наркотиках Рейшера должны стереть их память, и им не придется убивать этих детей. Но Кранц вмешивается и говорит, что дети должны умереть, затыкая и Пони, и Тао. Акула рад это слышать и отталкивает Тао, чтобы подойти к неудачнику, но Шин хватает его за ноги и не отпускает. Он стряхивает Шина с ног и решает убить неудачника, но Реджис вскакивает между ними, все еще скованный наручниками, которые блокируют его способности. Акула говорит ему отойти, но Реджис, как обычно, в итоге вырубает акулу, разозлив его еще больше, и тот наносит ему сильный удар в лицо. Он снова подходит к нему и хватает за волосы, но прежде чем успевает ударить, Шин решает, что с него хватит, и бросается на акулу. Акула думает, что Шин такой же, как и все остальные старшеклассники, и решает просто ударить его, но Шин уворачивается и бьет его в ответ. Акула падает на землю и поворачивается к Шину, хватает его за руки, а потом за горло, пытаясь задушить. Но тут подбегает проигравший и хватает акулу за руку, умоляя не убивать его, даже кусает его за руку, пытаясь остановить. Акуле все равно, он продолжает душить Шина, пока тот не теряет сознание. Регис ничего не может сделать, потому что на нем наручники, но тут 21-й решает, что с него хватит, подбегает к акуле и снова превращается в росомаху. Бьет его по правой руке, заставляя отпустить Шина и спасая ему жизнь. Тем временем Сьерра добирается до убежища и подходит к входу, но дорогу ей преграждает Жертрест,
который с мерзкой ухмылкой спрашивает, что она здесь делает. Сьерра спокойно просит его отойти, но Жертрест понимает, что она одна из аристократов с особыми способностями и бросает в нее несколько бомб, одновременно отступая назад. Он улыбается, думая, что ранил Сьерру, но когда пыль рассеивается, он видит ее силуэт и чувствует сильную боль в животе, потому что Сьерра разрезала ему живот, а он даже не заметил. Он решает, что это не лучшее место для драки и бросает в нее еще несколько бомб, прежде чем исчезнуть. Рэг и Фрэнк тоже следуют за ней, но вместо того, чтобы войти через главный вход, они приземляются на крышу, как боссы из Тоба. Там их встречает пони, который ждет их. Он спрашивает, зачем они пришли, и Фрэнк, как самый крутой парень на свете, говорит Рэю, чтобы тот шел вперед, а он присоединится к нему позже. Затем Фрэнк создает темную энергию вокруг своих кулаков и нападает на нашего пони. Однако к пони нужно относиться серьезно, потому что у него есть целый чемодан для защиты, и он блокирует удар Фрэнка, прежде чем тот атакует его. Фрэнк уклоняется, и они просто меняются местами. Фрэнк насмехается над оружием пони и создает кучу осколков темной энергии и стреляет в пони, который снова использует свой чемодан как щит. Фрэнк становится серьезнее и разрезает крышу на две части. Когда пыль оседает, пони стреляет в него из снайперской винтовки, но Фрэнк легко уклоняется и снова бросается на него, но отступает. И пони использует свой пистолет как оружие ближнего боя. Затем он снова пытается ударить Фрэнка темной энергией, но пони успевает направить второй пистолет ему в голову, пытаясь победить его. Фрэнк уклоняется, и пони достает два пистолета и начинает стрелять в него, пока Фрэнк продолжает уклоняться. Фрэнк использует очень сильный удар темной энергией, но пони уклоняется и падает на землю. Затем он понимает, что если это будет продолжаться, то Фрэнк победит, поэтому он тоже берет таблетку и кладет ее в рот. С ним происходит такая же трансформация, и он превращается в чернокожего парня с темной аурой. Это считается расизмом. Фрэнк снова пытается напасть на него, но не успевает он и шагу ступить, как пони просто заходит ему за спину и направляет пистолет ему в голову. Тем временем М-21 знает, что не сможет победить акулу, если тот придет в себя и нападет, но акула успевает защититься и отталкивает М-21, а затем замахивается ножом, и этого достаточно, чтобы разрезать одежду М-20 и обнажить его накачанные мышцы. Акула, кажется, начинает сомневаться в своем теле и решает нанести ему несколько ударов, от которых М-21 уклоняется. И, наконец, хватает его за руку, пока акула пытается ударить его ножом. Он снова пинает М-21 так, что тот оказывается прямо перед детьми. Затем он наносит один из самых сильных ударов, зная, что М-21 не увернется, иначе дети за его спиной погибнут. М-21 делает именно то, на что он рассчитывал, и принимает на себя основной удар, от которого у него идет кровь, и он падает на колени. Акула подходит к нему и говорит, чтобы он сдавался, но он снова встает. Акула поднимает нож, чтобы закончить бой, но в этот момент Регис вырывается из оков и появляется перед М-21, ударяет акулу в живот и отбрасывает его к стене. Регис говорит М-21, чтобы тот отошел и готовится драться с ним. Акула тут же встает и принимает таблетку, потому что знает, что в своем обычном состоянии ему не справиться. Реджис, однако, в ярости, ему плевать на все, и он наносит удар ногой, а затем кулаком по голове, отбрасывая его в сторону. Акула падает на колени, и Реджис подходит, чтобы закончить начатое. Но прежде чем он успевает нанести последний удар, между ними вклинивается Кранц, и Реджис отлетает назад. Он тоже сразу же принимает таблетку и спрашивает акулу, может ли он встать. Акула с радостью поднимается, думая, что вместе с Крейносом они закончат этот бой. Но, к всеобщему удивлению, Крейнос пробивает акулу насквозь и полностью высасывает из него силы, делая его еще сильнее. Реджис с отвращением смотрит на него и использует свой магический удар, но КНС просто отмахивается от него, шокируя его. Он тут же бросается на Крейноса с магическим ударом, но КНС уворачивается и бьет его головой об пол. Реджис лежит на земле, но Крейносу этого мало, и он направляется к М-21. Но Реджис еще не закончил и снова встает, чтобы зарядить еще один магический удар по Крейносу. Он тяжело дышит, но когда пыль рассеивается, он с ужасом видит, что Крейнос в полном порядке, и тут же бросается на Реджиса и наносит ему такой сильный апперкот, что тот врезается в потолок и теряет сознание. Он снова идет к М-21, но останавливается, увидев, что к нему приближается таинственная фигура, которая оказывается крутым чуваком Раем. Пони стоит на крыше, направив пистолет на Фрэнка, и Фрэнк раздумывает, стоит ли использовать свои настоящие силы, ведь Рэй запретил ему это делать без его согласия. Но он понимает, что если не воспользуется своей скрытой силой, то проиграет в этой дуэли. Но для него важнее выполнить приказ своего хозяина. Пони, однако, в этот момент сказал что-то не то, сказав Фрэнку, что после того, как он его убьет, он убьет и того идиота, который зашел внутрь. Это разозлило Фрэнка, и его окружила темная аура, которая даже начала сжигать пистолет, который был у Пони в руках. Он быстро отступил, не понимая, что происходит, но Фрэнк сказал ему, что самой большой ошибкой в его жизни было то, что он плохо отзывался о своем хозяине Рэю.
Когда он справился со своим гневом, он уже использовал свою истинную силу. Он винит в этом пони и говорит, что тот тоже заплатит за это. Небо окутывает гигантский вихрь темной энергии, окрашивая все в фиолетовый цвет, а затем со скоростью молнии копье из темной энергии пронзает тело Капони, пригвождая его к земле. Фрэнк использует свою магическую энергию, чтобы испортить пистолет, но вовремя отбрасывает его, чтобы спастись. Фрэнк бросает в него еще несколько копий, от которых пони пытается увернуться, но одно из них снова пронзает его ногу, заставляя упасть на одно колено. Фрэнк подходит к нему и насмехается над тем, что он много говорит, но на самом деле очень слаб. Это злит пони, и он пытается выстрелить в Фрэнка, но в этот момент другое копье пронзает его руку, останавливая его. Наконец, Фрэнку это надоедает, и он создает в воздухе несколько энергетических копий и направляет их на пони. Но в последний момент его осеняет вдохновение, и он уворачивается от копий, отпрыгивает назад и направляет пистолет на Фрэнка, стреляя в него. Но Фрэнк даже не двигается с места и позволяет пуле пролететь рядом с ним. К удивлению пони, пули останавливаются, не долетев до его лица, и падают на землю. Затем Фрэнк использует поток темной энергии, который сильно ранит пони, и тот вскрикивает от боли. Но пони сделан из прочного материала и, несмотря на это, прыгает на Фрэнка, стреляя ему в лицо. Фрэнк поворачивается, показывая, что одна из пуль задела его, оставив на лице небольшую царапину. Фрэнк смотрит на пони и спрашивает, почему тот продолжает так храбро сражаться, ведь у него нет шансов на победу, но пони игнорирует его и снова бросается на него. А Фрэнк выпускает в него несколько магических клинков, от которых пони уворачивается и оказывается позади Фрэнка, снова целясь ему в голову. Но Фрэнк просто использует свою магическую энергию, чтобы схватить пони и выкрутить пистолет у него из руки. Затем он демонстрирует свою истинную силу, и над ними появляется еще одно огромное облако темной энергии, когда он превращает их в бесчисленные копья и стреляет ими в пони, удерживая его на месте, не оставляя ему шанса сбежать. Копья пронзают пони, и его силы полностью иссякают, он возвращается в свое обычное состояние и падает на землю. Сьерра тоже подходит к месту происшествия и видит, как Фрэнк направляется к упавшему пони, готовый покончить с его страданиями. Сьерра, которая очень добрая, спрашивает Фрэнка, действительно ли он собирается убить пони, на что он отвечает утвердительно. Но прежде чем он успевает это сделать, пони смотрит на Сьерру и говорит ей, что внизу в опасности дети, и что им нужно поскорее спуститься и спасти их. Он также просит ее извиниться перед детьми за то, что подвергла их опасности. Это неожиданное проявление заботы о детях заставляет его передумать, и Фрэнк решает не убивать пони. Сьерра возвращается внутрь и, проходя по верхнему этажу, снова встречает Жирного, который принял таблетку и теперь возбужден, держа в руках ракетную установку. Он стреляет в нее, но она просто отбивает снаряд руками, а затем достает свое единственное оружие – косу. Жирный снова стреляет в нее, но на этот раз она отвечает, используя косу, и разрезает снаряд пополам, а Жирного на две части. На первом этаже Рай входит в комнату и направляется прямо к Рейнзу. Крейнс смотрит на него и спрашивает, кто он такой, но Рай отвечает вопросом, кто, черт возьми, дал ему право говорить. Крейнс ошеломлен этим заявлением, но прежде чем он успевает что-то сказать, в воздухе появляется тяжесть. И внезапно и он, и Тау оказываются прижатыми к земле невероятной силой гравитации, которая является одной из многочисленных способностей Рая. Крион пытается двигаться, но Рай снова спрашивает его, кто разрешил ему двигаться, и он бьет его лицом об пол, даже не прикасаясь к нему. Криону каким-то образом удается подняться и взмахом руки разрушает колонны позади Рая, но сам он остается невредим. Крион достает свои парные клинки и готовится к бою. Он прыгает на Рая и атакует его одним из клинков. Атака настолько мощная, что повсюду разлетаются камни и пыль. Шин и остальные беспокоятся за Рая, потому что они до сих пор не знают, насколько он силен. Когда пыль оседает, они понимают, что Рай просто остановил атаку Криона, схватив его за руку, а затем просто сказал слово «большой», и Крион отлетел к стене. Крион выбирается из расщелины и понимает, что даже после того, как он поглотил акулу, он все равно не равня этому мальчику. Поэтому он кричит Тао, чтобы тот подошел к нему и дал ему свои таблетки, чтобы Крион тоже мог их поглотить. Все говорят ему не ходить, но Тао знает, что у него тоже есть долг, который он должен выполнить. Он подходит к Криону, готовый принять таблетку, но Крион так нетерпелив, что поднимает его за голову и приказывает ему быстро принять таблетку. Проигравший очень сожалеет о Тао, потому что он все это время пытался помочь детям и был добр к ним. Он умоляет Рая спасти его, потому что он хороший человек, но Крион приказывает Тао быстро превратиться, а затем угрожает убить проигравшего первым. Этого было достаточно, чтобы разозлить Тао, который использовал свою магию, чтобы обмотать веревкой шею Крена. Оттолкнул его и бросился к нашей группе, заявив, что никогда не поддержит его за то, что он обижает детей. Но у Кренза была суперскорость, и он легко догнал Тао, снова схватил его за лицо и уже собирался нанести мощный удар, который мог бы его убить. Но его остановил Рэй, который просто сказал «стоп», и этого было достаточно, чтобы остановить Кренза.
Рэй такой крутой, что подошел к неудачнику и спросил, почему тот умолял его спасти жизнь Рэя. Неудачник выглядел растерянным и извинился, но Рэй сказал ему, что они друзья, и он может просто попросить его о помощи. Затем он повернулся к Рену и решил закончить бой. Он поднял руку, и вдруг все капли крови в комнате закружились вокруг его головы. Это шокировало даже Регина, который заметил, что только дворяне могут использовать такую магию. Крен пытался увернуться от брызг крови, но он понял, что если так будет продолжаться, то он проиграет. Поэтому он решил броситься на Рэя. Но Рэй был готов и использовал свою магию, чтобы оттолкнуть его, а затем использовал всю кровь в округе, чтобы полностью уничтожить Крена, так что тот исчез. Битва закончилась, и они наконец вернулись домой. И 21-й и Пони выздоровели, а Фрэнк извиняется за то, что использовал свои силы, когда должен был спросить разрешения. Но Рэг говорит, что доверяет ему и знает, что если бы он нарушил обещание, данное Рэю, то у него на это была веская причина. Пранк рад слышать, что его хозяин так ему доверяет, и подходит к обеденному столу, чтобы позавтракать. После завтрака 21-й слышит, как Пони и Тао говорят о том, что хотят покинуть Союз и притвориться мертвыми, потому что им больше некуда идти. 21-й слышит это и подходит к Фрэнку, прежде чем они успевают уйти, и кланяется ему, умоляя позволить этим двоим остаться с ним. Потому что он знает, что Союз найдет и убьет их, если они уйдут. Фрэнк улыбается ему и говорит, что ему не нужно ни о чем его просить, потому что это и его дом тоже, и, конечно, они могут остаться здесь, потому что они могут быть полезными. Шин и Лузер наконец-то достаточно окрепли, чтобы снова ходить в школу. Они входят в школьные ворота и видят, что Тао и Пони одеты в форму охраны, а рядом с ними 21-й. Из-за их крутых нарядов и уверенного поведения девочки на них заглядываются, как на участников кей-поп-группы. Шин ревнует, потому что единственная девушка, которая ему нравится, обращает внимание на Наджи, а как только Рэй входит в школу вместе с Рейджем и Сарой, все девочки начинают заглядываться и на него. На уроке Шин все еще переживает из-за того, что у него нет девушки, а когда они идут в столовую, ему становится еще хуже, потому что Рэй просто ждет, когда остынет. А все девушки, кажется, слетаются к нему без всякой причины. Лузер спрашивает Шина, какая девушка ему нравится, но прежде чем тот успевает ответить, замечает Региса и Сару, которые входят в класс и наблюдают за ее элегантными манерами. В итоге Шин признается, что ему нравится Сара. Лузер спрашивает Рея, поможет ли он Шину пригласить Сару на свидание, и тот соглашается. Затем они все идут в коридор за Сарой, где видят, что все девушки собрались вокруг 3 охранников, и это еще больше расстраивает Шина. Они встречаются за школой, где Лузер объясняет, что Шин хочет пойти на свидание с девушкой, но не знает, как это сделать, потому что никогда раньше этого не делал. Все 3 мужчин пытаются убежать, потому что у них тоже нет опыта в этом деле, но Шин и Лузер останавливают их и умоляют помочь. Тао решает открыть Bing, лучший браузер из всех существующих, и начинает искать статьи о том, как получить максимум лайков. А Пони решает научить Шина старым добрым способом, но в итоге смущается. Наконец, потеряв всякую надежду, они идут к Фрэнку, который с гордостью рассказывает им о своих подвигах и о том, что у него было столько лайков, что девушки вокруг него сходили с ума, даже если он просто дышал. Он говорит им, что если хочет встречаться с Сарой, то должен узнать, что ей нравится, а что нет. Им это кажется отличной идеей, и они начинают расспрашивать его о Саре, но он отвечает, что ничего о ней не знает, потому что они почти не общаются. Они работают вместе только потому, что должны, и ему это не интересно. Он собирается уйти, но М21 останавливает его, говоря, что у него, наверное, нет девушки, и он никогда не был с ними знаком. Это злит Рейджа, и он говорит, что он очень популярен среди девушек, и ему не нужно ничего доказывать. Но М21 снова подшучивает над ним, потому что они всегда подкалывают друг друга. В этот момент Рай приказывает Рейджу помочь Шину, и тот сразу же соглашается. Позже они все идут в библиотеку, и Рай велит Шину написать любовное письмо Саре. Но этот идиот с дислексией понятия не имеет, как писать что-то, кроме бессмысленных каракулей. Он устает и уходит, скомкав бумагу и выбросив ее. Потом они решают использовать сильные стороны Шина, то есть его спортивные навыки. Они организуют баскетбольный матч, разделив команду, чтобы Шин выглядел круто, а остальные просто позволили ему выиграть. Игра начинается, и мяч попадает к Рэю, который никогда раньше в нее не играл. Он просто берет мяч, излучая невероятную угрозу, но вместо того, чтобы сделать пас или обвести соперника, просто идет к ним, что приводит к фолу, и игра начинается заново. Шин пытается завладеть мячом и бросить его в корзину, но промахивается, и проигравший друг снова передает мяч Рэю, который просто элегантно уклоняется от мяча, даже не двигаясь с места. Мяч летит к Рейджу, но вместо того, чтобы передать его Шину, этот зазнайка проносится
проносится мимо них, а когда Тао пытается отобрать мяч. Он просто показывает ему свои навыки уровня НБА и сбивает его с ног. Он пытается забросить мяч в корзину, но его останавливает М21, который вступает с ним в ожесточенную борьбу, и они оба пытаются переиграть друг друга. Тао решает вмешаться и бросает мяч Шину, но М21 перехватывает его и забрасывает в корзину. Это подстегивает Реджеса, и они оба продолжают бросать мяч в корзину один за другим. Наконец мяч снова летит к Рею, который бросает его с такой невероятной скоростью, что никто не осмеливается его остановить, и он летит к Шину. Шин ловит мяч и решает не упускать его, но прежде чем он успевает забросить мяч в корзину, Пони неожиданно блокирует его и забивает трехочковый, принося победу своей команде. Только потом он вспоминает, что эта игра должна была помочь Шину. Шин и проигравший сидят за школой, и он уже не думает, что что-то можно сделать. Регис и Сара приходят на место, и Регис говорит, что его вызвали к Фрэнку домой и уходит. А Сара остается и протягивает ему смятый листок бумаги, который оказывается любовным письмом, которое он пытался написать. Очевидно, Рай отдал письмо Саре, и она говорит Шину, что больше всего ей нравится, когда он такой, какой есть, и они вместе идут к дому Фрэнка. Они подходят к дому Фрэнка, где царит немного напряженная атмосфера. Когда неудачник спрашивает, в чем дело, Фрэнк отвечает, что они собираются стереть их воспоминания, чем очень удивляют их. Шин говорит, что это чушь и что нет ничего такого, как стирание памяти, но Фрэнк отвечает, что они уже дважды переписывали свои воспоминания. Потому что существование таких аристократов и суперлюдей, как М21, Тао и Пони, не может стать общеизвестным. Они оба пытаются этому противостоять, но даже Рай утверждает, что так и должно быть, и начинает пить чай. В конце концов они соглашаются, и Рай использует свои особые способности, чтобы переписать их воспоминания и стереть все воспоминания о сверхъестественных событиях, которые произошли. На следующий день, когда Тао-21 и Пони были у школьных ворот, к школе подошел незнакомый старик, полностью одетый в белое, и попытался пройти мимо них. Трое мужчин преграждают ему путь и требуют предъявить удостоверение, но старик просто говорит им отойти, излучая очень сильную ауру. Однако, прежде чем они успевают что-то сделать, Радж и Сара появляются перед ними на коленях, а старик спрашивает Раджа, почему эти жалкие людишки стоят у него на пути. Рэй пытается что-то сказать, но его перебивает старик, который стыдит его за то, что он забыл, что он дворянин. Внезапно сзади появляется Фрэнк и обращается к старику как к Гейджу, а тот в шоке, что видит здесь Фрэнка. Он отводит Гейджа в свой дом, где Гейдж спрашивает, живут ли Сара и Реджес с этими людьми, и приходит в ужас, когда Фрэнк отвечает, что да. Потому что это его дом, и он может решать, кто здесь живет, а кто нет. Гейдж заходит в комнату, где тихо сидит Рэй и пьет чай. Гейдж спрашивает его, помнит ли он что-нибудь за последние 800 лет, но тот отвечает, что был в глубоком сне. Гейдж говорит, что Сьерра и Реджес были посланы сюда, чтобы исследовать гроб Рэя, потому что в Люцидонии, где живут все дворяне, многое изменилось. Когда Рэй погрузился в вечный сон, многие великие лорды и предыдущий правитель последовали за ним и тоже уснули. Для дворян вечный сон – это синоним смерти, и поскольку Рэй был причиной смерти предыдущего правителя, новый правитель, дочь предыдущего, считает Рэя предателем и хочет его убить. Гейдж говорит, что мантия лидеров клана перешла к молодому поколению и рассказывает, что даже Сара одна из лидеров клана. Фрэнк смеется над страной, которая когда-то была могущественной, а теперь превратилась в ничто. Он спрашивает Рэя, хочет ли он вернуться в Люцидонию, но Рэй просто продолжает пить чай и отвечает, что останется здесь еще ненадолго. Кейджи и Фрэнк начинают разговор, когда судья отвечает, что до сих пор не доверяет Фрэнку из-за того, что тот сделал много лет назад, когда был известен как благородный охотник. Мы видим воспоминания, в которых Фрэнк пытает нескольких дворян низкого ранга, чтобы получить от них информацию. Дворяне, кажется, шокированы тем, что человек обладает такой силой, но Фрэнк просто заявляет, что он здесь, чтобы убедиться, что дворяне не думают, что могут делать все, что захотят, только потому, что они могущественны. Он выходит из подземелья и чувствует мощный взрыв, когда группа дворян врывается в его особняк. Он выбегает наружу, а дворяне следуют за ним по пятам и загоняют его в угол на краю обрыва. Они приказывают ему прекратить сопротивление и идти с ними в замок, но он отказывается, насмехаясь над ними, и использует свои мистические силы, чтобы уничтожить всех сразу. Когда он расправляется с этими мелкими сошками, перед ним появляются два лидера клана, один из которых Гейдж, а другого зовут Рейгар. Они окружают его и говорят, что он должен пойти с ними в замок, где его ждет лорд. Но Фрэнк просто использует энергетический взрыв, от которого Рейгар уворачивается. Рейгар говорит Гейджу подождать, пока он разберется с Фрэнком, и идет вперед, нанося Фрэнку быстрый апперкот, который тот, к счастью, блокирует, но удар все равно отбрасывает его в воздух.
Фрэнк использует свои темные способности, чтобы метнуть в Рейгара 1000 копий, но тот уворачивается и копья вонзаются в огромный валун. Они снова вступают в рукопашный бой и останавливаются, прежде чем Фрэнк отталкивает его, вынуждая Рейгара достать из задницы магическое оружие. Гейдж кажется удивлен, что Фрэнк настолько силен, что Рейгару пришлось достать оружие из задницы. Но Фрэнк не обращает на это внимания, ожидая, что тот достанет оружие раньше или позже. Фрэнк, однако, смеется ему в лицо, говоря, что его оружие воняет дерьмом, и призывает свое темное копье с неба, удивляя Гейджа и Раву. Гейдж говорит, что это оружие почти такое же мощное, как у Рейгара, и просит его быть осторожнее перед началом боя. Фрэнк рассекает воздух своим оружием, заставляя обоих аристократов уклоняться, а горы за ними разлетаются на куски. Он снова идет к ним, говоря, что они должны понять, что не могут делать с людьми все, что захотят, только потому, что они могущественны. И снова атакует, но его останавливает Рейгар. Рейгар спрашивает, о чем, черт возьми, он говорит, ведь аристократы обязаны защищать людей любой ценой. Но Фрэнк отвечает, что не все аристократы благородны. Многие из них используют свою силу, чтобы издеваться над беспомощными женщинами и детьми. И его цель — показать этим аристократам, что люди не так беспомощны и слабы, как они думают. Он высвобождает еще больше своей скрытой силы, отталкивая обоих аристократов, но оружие начинает управлять его телом, заставляя его впасть в ярость. Ге рассказывает Рейгару, что если они не остановят Фрэнка, пока он не потерял контроль, он может натворить много бед. Ге вытаскивает из своей задницы гигантское оружие и вместе с Рейгаром бросается на Фрэнка. Происходит мощный взрыв, и когда пыль оседает, они замечают, что Фрэнк сбежал, оставив за собой кровавый след. Фрэнк берет себя в руки, возвращается в ближайший особняк и заходит в одну из комнат, где видит Рэй, стоящую у окна в элегантном наряде. Фрэнк думает, что зашел в дом какого-то богатого землевладельца, не зная, что он самый сильный аристократ в округе. И сразу же говорит Рэй, что сегодня он начинает работать здесь в качестве хозяина. Райан сообщает ему, что он сам хозяин этого дома, и здесь больше никто не живет. Внезапно ворота снова открываются, и в комнату входят Гейдж и Рейгар, сразу же кланяясь Рай и извиняясь за свое грубое поведение. А затем говорят, что лорд приказал им схватить и привести этого человека к нему. Рай смотрит на них, а затем на раненого Фрэнка, и с помощью магии превращает его рубашку и штаны в костюм дворецкого и говорит Рейгару и Джиджи, что с этого момента Фрэнк работает на него, и он пока не хочет, чтобы Фрэнк навещал лорда. Кейджи и Рейгар снова кланяются и обещают передать эту информацию лорду. С тех пор прошло 5 лет, и Рагар регулярно пытается научить Фрэнка лучше контролировать свою энергию, но каждый раз, когда Фрэнк не использует всю свою силу, он проигрывает. А когда он использует всю свою силу, то теряет контроль. Рагар советует Рэю еще раз позволить лорду встретиться с Фрэнком, ведь прошло уже 5 лет, и наконец Рэй соглашается и приказывает Фрэнку встретиться с лордом. Фрэнка приводят в покой лорда, где его окружает толпа дворян, которые его презирают. Лорд кажется очень впечатлен Фрэнком, потому что, по его словам, Рэй никого к себе не подпускает и ни с кем не встречается из-за своей замкнутости. Очень удивительно, что он позволяет Фрэнку находиться рядом с ним так долго, что даже вызывает у него ревность к их отношениям. Фрэнк смотрит на него и говорит, что никто из дворян никогда по-настоящему не пытался узнать Рэя получше, и поэтому он никого не любит. Лорд смеется и спрашивает, почему он не заключил кровный договор с Рэем, на что Фрэнк отвечает, что у него все еще есть человеческое достоинство, и он не хочет становиться рабом дворянина. Лорд говорит ему, что если он заключит кровный договор, то сможет жить столько же, сколько и Рэй. Но Фрэнк, похоже, все еще стоит на своем, утверждая, что не собирается заключать договор в ближайшее время. Один из рыжеволосых дворян говорит лорду, что он не может позволить этому человеку заключить кровный договор с Рэем, потому что он убил множество дворян. Но лорд отвечает, что счастье Рэя для него важнее всего. Возвращаясь в зал, он встречает Гейджа и спрашивает, не хочет ли тот сразиться с ним, но Гейдж отказывается. Фрэнк уже собирался уйти, когда к нему подошел рыжеволосый дворянин и несколько его друзей, и рыжеволосый парень согласился сразиться с ним. Фрэнк и рыжеволосый парень выходят на арену, и начинается бой. Рыжеволосый парень кажется сильнее, он побеждает Фрэнка с каждым новым выпадом и, наконец, сбивает его с ног, но Фрэнк снова встает и призывает свое темное копье. Рыжеволосый парень снова атакует его, но на этот раз Фрэнк может защититься, но рыжеволосый парень усиливает натиск и в конце концов прижимает его к скале. Фрэнк злится и использует всю свою силу вместе с копьем, но теряет контроль над собой и впадает в ярость. Он пронзает рыжеволосого парня в глаз, прежде чем вмешиваются Джиджи и Рейгар, вставая перед ним и говоря, чтобы он отступил, потому что сейчас он Фрэнку не соперник. Фрэнк в ярости использует мощный магический взрыв, но его останавливает Рэй и сам лорд.
Рэй подходит к Фрэнку и использует еще один мощный взрыв, но Рэй легко его останавливает, но получает царапину на щеке. Он использует свою магию крови, чтобы создать вокруг себя торнадо, когда Фрэнк бросается на него с копьем, но Рэй просто блокирует его атаку одной рукой, а потом прикасается к Фрэнку и возвращает его в нормальное состояние. Фрэнк наконец просыпается в постели у Рэя и быстро одевается, прежде чем пойти к Рэю, который просит его сделать чай. Пока Рэй заваривает чай, Фрэнк режет себе руку ножом и капает пару капель крови в чай, прежде чем передать его Рэю, который выпивает его и заключает с Фрэнком кровный союз на всю жизнь. Спустя много лет Фрэнк рассказывает Гейджу, что Рэй не хочет возвращаться в Лукадонию, потому что он очень счастлив здесь. Он окружен друзьями и исследует мир, о существовании которого даже не подозревал. Гейдж соглашается и говорит, что вернется в королевство и должен будет доложить о случившемся нынешнему лорду, но разрешает Сьоре и Регису остаться здесь еще ненадолго и уходит. Через пару дней, когда они втроем патрулировали территорию, они вдруг почувствовали, что кто-то контролирует разум студентов, и те начали странно себя вести. Рэй, Регис и Сьерра тоже почувствовали присутствие другого дворянина, но прежде чем Рэй успел что-то сделать, Регис предложил пойти вместо него и спустился вниз. Наконец, трио сталкивается с захватчиком, которым оказывается молодой дворянин, который, кажется, не понимает, почему на них не подействовал его гипноз. Прежде чем кто-то из них успевает среагировать, он появляется позади М-21 и наносит ему удар в спину голыми руками, а затем отступает, прежде чем Тао успевает напасть. М-21 падает на землю, а молодой парень выглядит недовольным из-за крови на своих руках и вытирает ее платком. Прежде чем он успевает нанести еще какой-либо ущерб, появляются Регис и Сара и просят его остановиться. Молодой парень по имени Раэль оглядывается и, кажется, очень рад видеть Сару и спрашивает, думала ли она о его предложении выйти за него замуж, но Сара не отвечает. Он говорит ей, что его освободили из заточения сегодня, потому что его старший брат запер его в комнате, когда он разрушил целый район после того, как Сара отказала ему. Регис пытается возразить, но Раэль тут же хватает его за горло и угрожает задушить, прежде чем Сара просит его отпустить. И он отбрасывает Региса в сторону, как тряпичную куклу, удивляя Пони и Тао, которые видят, что Раэль невероятно силен. Он оборачивается и смотрит на Сару, ожидая ответа, но Сирия снова отказывает ему, и прежде чем он успевает угрожать кому-то еще, она говорит, что если он не уйдет, она снова свяжется с его старшим братом. Раэль решает пока уйти, но перед уходом угрожает Регису, если Сара не придет к нему, и убегает. Тао и Пони оба беспокоятся за М-21, который потерял сознание и находится в критическом состоянии после такой серьезной раны. Его отвезли в дом Фрэнка, где он находится в специальной капсуле жизнеобеспечения под постоянным наблюдением. Тао и Пони рассказывают Рэю и Фрэнку о случившемся, и те, кажется, озадачены этой новой проблемой. Фрэнк проводит осмотр Тао и Пони, и после сканирования всего их тела говорит, что они в порядке. Они оба очень расстроены тем, что этот парень смог смертельно ранить их товарища, а они ничего не смогли сделать. Фрэнк смотрит на них и говорит, что этот парень чистокровный дворянин из очень сильного клана, и никто из них не смог бы ему противостоять. Но они все равно расстроены и спрашивают, как им стать сильнее, чтобы в будущем их товарищи не пострадали. Фрэнк улыбается и говорит, что подумает, что можно сделать, прежде чем уйти. Пока Рэй пил чай, он вдруг почувствовал, что Сара уходит, чтобы встретиться с Рэем наедине. Он встает и выходит на улицу, где видит Фрэнка, который стоит на коленях и говорит, что Рэй будет в порядке и Рэю не нужно ничего для этого делать. Рэг говорит, что сейчас Рэй намного сильнее Фрэнка или кого-либо еще в их доме, но Фрэнк все равно настаивает, что он сам разберется с Рэем. Фрэнк в конце концов прислушивается к нему, но прежде чем отпустить, снимает печать, которую он наложил на Рэля, чтобы тот мог использовать свой полный потенциал без каких-либо проблем. Рэль поднимается на крышу здания как раз вовремя, потому что после того, как Сира снова отвергла его, Рэль собирался напасть на нее. Но Фрэнк использует свои темные магические копья, чтобы преградить ему путь, заставляя его отступить. Фрэнк подходит к нему и спрашивает, зачем он приехал в эту страну, но Рэль не слушает его и сразу бросается в атаку. Но его дикие удары не приносят никакого результата, они просто проходят сквозь Фрэнка, не причиняя ему вреда. Фрэнк говорит ему, что он совершил большую ошибку, причинив вред М-21, потому что тот был под его защитой, и теперь Рэль должен за это ответить. Сказав это, он начинает использовать темную энергию и бросает в него копья, но Рэль уворачивается и отступает. Фрэнк продолжает атаковать Рэля, который пытается бежать на максимальной скорости, но с удивлением обнаруживает, что Фрэнк, простой человек, может сравниться с ним в скорости, продолжая бросать в него копья. Наконец, Рэль решает разделиться на 3 копии и нападает на Фрэнка одновременно, но Фрэнк просто окружает себя темными магическими копьями, которые пронзают молодого дворянина, серьезно раня его.
В конце концов, Рель использует всю свою силу и достает оружие, прежде чем напасть на Фрэнка, который даже не двигается и принимает удар на себя, получив ранение в районе плеч. Но, к удивлению Реля, просто начинает смеяться, потому что, по его словам, бой становится скучным. Фрэнк достает свое темное копье, и они с Релом сходятся в бою. Фрэнк бросает в Рела темные шипы, но тот просто разделяется на несколько копий. Фрэнк снова отбивается от фальшивых копий темными шипами, но Рел использует свое оружие, чтобы разрезать воздух, нанося большой урон зданиям позади Фрэнка. Он продолжает атаковать Фрэнка, а тот просто уклоняется и отступает, пока не появляется Регис и не вмешивается, используя свою силу, после чего Сьерра пытается ударить Рела своей косой. Но тот уклоняется, шокированная поведением Сары. Он спрашивает Сару, действительно ли она его так ненавидит, и она отвечает, что больше не хочет его видеть. Это приводит его в ярость, и он достает свиток, который ему дал нынешний правитель дворян, и приказывает Сьерре явиться к правителю. Поскольку это был королевский приказ, Сьерра не может отказаться и следует за ним, исчезая в ночном небе. Регис и Фрэнк возвращаются в его дом, где Фрэнк рассказывает Рэю о случившемся, и они решают отправиться в Лукадонию сами. Фрэнк встречается с М-21 Тао и Пони, прежде чем дать им особое лекарство, которое он создал. Оно высвободит их скрытые силы и сделает их намного сильнее. Они спрашивают, почему он дает его им сейчас, и он отвечает, что собирается в Лукадонию с Рэй и Рейджем, и хотел бы, чтобы они остались здесь и убедились, что все в порядке. Они возражают и говорят, что тоже хотят помочь, но Фрэнк отказывается и уходит. Фрэнк готовит самолет к взлету, и они с Рейсом отправляются в Лусидонию на частном самолете. Рейс спрашивает Фрэнка, где они приземлятся, потому что не помнит, есть ли в этой стране посадочные полосы. Фрэнк просто улыбается и говорит, что они приземлятся на воду. После того, как они приземляются в реку, они идут через темный лес, пытаясь придумать план нападения, пока Регис не говорит им остановиться, потому что они зашли на запрещенную территорию. Фрэнк и Рейс, кажется, удивлены, но Регис объясняет, что предыдущий лорд запретил им ходить через этот лес. Фрэнк смеется и говорит, что особняк Рея находится в конце этого леса, и он не хотел, чтобы кто-то вмешивался в его жизнь, поэтому правитель запретил всем ходить туда. Наконец они заходят в особняк, но Рэй чувствует сильную ауру, исходящую изнутри, и Фрэнк просит Региса разбудить хозяина, а они идут внутрь, чтобы осмотреться. Рэй и Фрэнк проходят по знакомым коридорам к огромной двери и открывают ее, чтобы увидеть гигантский великолепный меч, лежащий на красивой лестнице. Фрэнк сразу же узнает его как единственное оружие лорда, а Рэй, кажется, не придает этому значения и решает вернуться в одну из комнат. Тем временем Рейс слышит шум в джунглях и идет проверить, но обнаруживает, что несколько дворян низкого ранга ищут в лесу тех, кто был в разбившемся самолете. Он быстро надевает маску и нападает на них, одного за другим сбивая с ног, но их слишком много, и он не справляется, как вдруг его атакуют Тао, Пони и М-21, которые, как ни странно, прятались на деревьях. Рёйк отводит их к Рэй и Фрэнку, где они рассказывают, что прятались в самолете, потому что хотели помочь Рэй и Фрэнку. Рэй смотрит на них с улыбкой и говорит, что у него все равно было много пустых комнат, так что он не против. Они решают разделиться на команды, чтобы Рэй мог добраться до дворца нынешнего правителя без задержек. Рёйк и Фрэнк вместе идут к замку, а Рёйк и М-21 бегут рядом как соперники и товарищи, готовые расправиться с любым врагом на пути. Тао и Пони прикрывают и сообщают им информацию, прячась среди деревьев и готовясь к любым проблемам, с которыми они могут столкнуться. Пробегая через лес, они вдруг замечают свет в небе, и никто иной, как Рейк, спускается с неба, злясь на Рейга за то, что тот последовал за ними. Он велит им обоим немедленно уйти, но они, конечно же, отказываются, вызывающе встав у него на пути. С другой стороны, Сара, которую отправили в одну из камер, сбегает и бежит в покой лорда, чтобы не дать ему казнить Геджа за измену. Но ее останавливает рыжеволосая женщина, которая преграждает ей путь и говорит, чтобы она вернулась в свою камеру. И если она это сделает, то не расскажет лорду о своих опасениях. Сирия отказывается. Рыжая женщина тут же атакует ее одним из своих магических ударов, но Сирия, воспользовавшись поднявшимся дымом, отвечает ей своей атакой, от которой та быстро уклоняется. Они продолжают обмениваться ударами, пока Сирия не призывает на помощь Сайта, который заставляет рыжую женщину достать из своей задницы волшебную палочку. Она использует палочку, чтобы создать несколько бейблейдов и атаковать Сирию, но та с легкостью отбивает все атаки. Но даже после этого более опытная рыжая женщина побеждает ее и берет в плен. С другой стороны, Гел говорит Регису, что Сара сейчас в тюрьме только из-за него и его семьи, потому что его дед Гейдж предал лорда. Она посадила Сиру в камеру.
Это расстраивает Региса, и он теряет концентрацию, чем тут же пользуется Раэль, нападая на него. Но прежде чем он успевает добраться до Региса, вмешивается 21-й и пытается выцарапать Раэлю глаза, но тот уклоняется от атаки и отступает. 21-й приводит Региса в чувство, говорит ему сосредоточиться и бежать вперед, чтобы спасти Сиру и своего деда, пока он разбирается с этой блондинкой. Регис говорит ему, что он не справится с Рэем в одиночку, но М21 успокаивает его и говорит, что пора уходить. Рэй пытается съязвить, но М21 с неожиданной скоростью бросается на него, и хотя Рэй пытается увернуться, М21 успевает поцарапать его лицо, удивив и Рэя, и Реста. Тао говорит Регису, что пора идти дальше, потому что Фрэнк дал им синий метамфетамин, созданный Джесс Пинкман с добавлением порошка чили, и теперь они непобедимы. Регис признает силу синего метамфетамина и благодарит их, прежде чем уйти. Рэй злится, что простой человек смог его ударить, и бросается на М21, царапая его руку, прежде чем снова напасть. Но его останавливают пули, выпущенные нашим героем Великим Пони. Рэй еще больше злится и требует, чтобы Пони и Тао вышли из укрытия и дрались как мужчины, но они просто игнорируют его, потому что знают, что патриархат все равно умирает. Тао говорит М21, что сейчас самое время спровоцировать Рэя, чтобы он потерял самообладание и совершил ошибку. М21 привык злить этих аристократов благодаря своему опыту общения с Рэем и начинает насмехаться над Рэем, называя его слабаком, которого ненавидит его девушка. Это еще больше злит Рэя, и он бросается в атаку, пытаясь увернуться от пуль, но одна из них попадает в него, и он отступает, а М21 пытается напасть на него. В итоге он попадает в ловушку, которую устроил Тао, и активирует ее. Вспыхивает молния, и все вокруг взрывается. М21 в шоке от того, что Рэй все еще стоит на ногах, когда пыль оседает. И его гнев достигает предела, когда он достает два клинка из своей задницы, решив разобраться с этими людьми. Рэй и Фрэнк видят это издалека, и Фрэнк говорит Рэю, что нужно убедиться, что с парнями все в порядке, а сам идет вперед, чтобы найти замок. Рэй бьет М21 ножом, тот получает ранение и начинает истекать кровью, а Пони пытается прикрыть его огнем. Но Рэй просто блокирует пули своим оружием, говоря, что теперь это бесполезно. Пони и Тао решают, что вьетнамская тактика больше не поможет, и спрыгивают с дерева, чтобы помочь М21, но Рэй бьет его ногой в лицо, прежде чем ударить кулаком. Но Тао вмешивается и блокирует атаку своим хлыстом. Пони, как настоящий американец, начинает стрелять, но Рэй использует свою суперскорость, чтобы увернуться от всех их атак. И воздушным ударом отбрасывает их, а затем подходит к ним и начинает бить их ногами по лицу. М21 хватает его сзади за ноги, но Рэй просто начинает бить его по голове. Но прежде чем он успевает их убить, рядом с Рэем появляется еще один аристократ, который оказывается нынешним лидером их клана. Старшим братом Рэя и старшим сыном Рейгара, который когда-то сражался и тренировал Фрэнка. Лидер спрашивает Рэя, что происходит, и тот рассказывает, как он уже собирался прикончить врагов, когда сзади появился Фрэнк. Рэй сразу же узнает его и говорит брату, что этот светловолосый парень напал на него, когда он пытался забрать Сьору. И что прежде чем он успел договорить, разъяренный Фрэнк пронзил его сотнями шипов прямо на глазах у лидера, сказав, что с него хватит этих игр. И что это может быть их первой битвой не на жизнь, а на смерть, но он уже не раз проходил через такие сражения. Лидер говорит Рэю, чтобы тот отступил, потому что Фрэнк намного сильнее его. И прежде чем начинается бой, он достает свое оружие из-за спины, готовый сразиться с Фрэнком в полную силу. Фрэнк говорит ему, что однажды он дрался с его отцом, и тот научил его всему, что он знает о сражениях, прежде чем вытащить свое копье. И они начинают биться, создавая огромный взрыв. После нескольких ударов лидер нападает на Фрэнка, но тот блокирует его атаки, создавая огромный столб дыма, который рассеивается, и Фрэнк понимает, что лидера нигде не видно. Его семья была экспертами по засадам, и этот парень, похоже, не хуже, потому что он даже не чувствует его присутствия. Лидер нападает на Фрэнка из своего укрытия, ранит его, но также показывает, где находится старший брат Рэя, и тот подпрыгивает в воздух. А затем бросает тысячи шипов во все стороны и прорубает себе путь через джунгли, чтобы найти лидера, который подпрыгивает в воздух, чтобы спастись. Лидер превращается в несколько иллюзий и одновременно нападает на Фрэнка, но тот успевает защититься от всех атак, кроме одной. В итоге лидер нападает на троицу, и пока Фрэнк пытается блокировать его атаку, получает ранение. Вместо того, чтобы воспользоваться преимуществом, лидер останавливается и извиняется перед Фрэнком, говоря, что если бы этот придурок не вмешался, Фрэнк смог бы защититься от его атаки без каких-либо повреждений. Чтобы уравнять шансы, лидер использует свое оружие, чтобы ранить себя.
Лидер снова нападает на Фрэнка, но после недолгой борьбы Фрэнк пронзает его в живот и отталкивает назад. Рэй волнуется и предлагает свое оружие брату, но тот отказывается, говоря, что оно воняет и что он сам справится с Фрэнком. С другой стороны, Рай заходит в покои лорда как раз в тот момент, когда Гейдж стоял на коленях перед новым лордом по имени Раск, держащим на прицеле Сару. Она останавливает его, когда Рай входит, как настоящий крутой парень, меняя цвет своей одежды на ходу. Рай полностью завладевает вниманием, говоря Раску, что он не может убить Гейджа, потому что он запретил это. Один из белых лидеров клана кажется вспыльчивым дураком, когда подбегает к самому настоящему богу. Он подпрыгивает в воздух и выпускает несколько воздушных потоков в сторону Рэя, но они не причиняют ему никакого вреда. Седовласый глупец снова пытается напасть на Рэя, нанося удары со всех сторон, но Рэй даже не защищается, потому что его атаки не причиняют ему никакого вреда. Наконец он прекращает нападать и просто отбрасывает его с помощью магии. Это злит рыжеволосую женщину, которая достает из-за спины волшебную палочку и атакует Рэя, но он просто поглощает ее магию и направляет обратно на нее. А один из молодых лидеров создает вокруг них стену. Юноша использует свой щит, чтобы создать вокруг себя небольшой куб, который сжимается, чтобы раздавить Рэя, но тот просто пробивает его, даже не вспотев. Все трое встают перед Рэем, но Рэй просто использует свой контроль над разумом, чтобы заставить их подчиниться. Они все потрясены, увидев его способности, когда Джадж говорит им, что дворянин даже сильнее лорда, потому что только он может наказать лорда. Раск делает шаг вперед и говорит всем отойти, потому что она сама разберется с ним. Она достает меч и атакует Рэя, но тот просто блокирует ее магию и использует свою, от которой Раск уклоняется, а затем пытается ударить его мечом. Но Рэй просто останавливает его рукой и отталкивает ее к стене. Она снова встает и наносит удар, но он блокируется воздухом вокруг Рэя, после чего он говорит ей использовать весь свой потенциал. Это выводит ее из себя, и она использует все свои магические способности, атакует его самым мощным заклинанием. Но к ее ужасу он просто блокирует его и пробивает ее защиту, лишая ее сил. Она падает на пол и плачет, говоря, что отец никогда ее не любил. «Ну, мой отец тоже меня не любил, но никто не делал меня лордом. Почему ко мне особое отношение?» Парень, белый мужчина и рыжая женщина стоят перед Раском и снова нападают на Рэя. Он уклоняется от атаки белого мужчины, а в воздухе его ловят парень и рыжая женщина, пытаясь атаковать его вместе, но он снова и снова побеждает их всех троих. Наконец, Рэй использует свою особую способность, чтобы уничтожить их, но в порыве вдохновения Раск делает шаг вперед и снова использует свое умение. Нейтрализуя атаку Рэя и даже царапая его по щеке, и тот падает на землю без сил, но его подхватывает Фрэнк. Бой прекращается, и Рэй достает из-за пояса меч, очень похожий на тот, что у Раска, и оба меча соединяются, и из них появляется фея, которая оказывается отцом Раска. Вот чудак. Ее отец говорит ей, что Рэй не убивал его, потому что он хотел, чтобы молодое поколение возглавило страну и сделало Америку снова великой. Он специально оставил Гейджа, чтобы тот помог молодым людям правильно вести дворянство к светлому будущему. Но потом Раск стал ревновать, и это вышло ей боком. Она начала обвинять Рэя во всех грехах, и все остальные дворяне тоже его ненавидели. В конце разговора она сказала, что доверяла Рэю, но он не смог защитить Раска, и что она всегда будет любить его. Затем она уходит, сказав, что доверяла Рэю, но он ее предал. Гегио смотрит ей вслед и извиняется за то, что скрывал от нее правду, потому что так велел ее отец. Но прежде чем она успевает что-то сказать, появляется один из лидеров клана с Регисом в руках и бросает его к ее ногам, говоря, что ему есть что сказать. Регис падает перед ней на колени и говорит, что его дед не предатель. Если она хочет его казнить, пусть казнит и его тоже, но Раск просто обнимает старика, говоря, что это она виновата. Кажется, все разрешилось мирно.